Поражение делегитимизирует Путина со страшной силой. Проигнорировать мнение силовиков Путин не сможет. Казахстанская история очень сильно повлияла на Путина с точки зрения, что проект «Преемник» ему, в принципе, конечно, не очень нравится. Так что, если Путин не повторит вот этой ошибки, если он уйдет, а не будет пытаться на все влиять из-за кулис, но больше шансов будет не повторить судьбу Назарбаева. Аббас Галямов, российский политолог и политтехнолог, кандидат политических наук, работал спичрайтером в правительстве России. 77% избирателей отдали свои голоса за Владимира Путина. Президент Путин живее всех живых. Его фамилия Путин, зовут Владимир Владимирович. Путин. Президент Путин. И больше никто. Владимир Владимирович Путин. Вступление в должность президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. Здравствуйте, да, давайте начнем. И первый вопрос сразу так неожиданно. Когда Владимир Путин, по-вашему, перестанет быть президентом? Конкретный вопрос, конечно, он предполагает конкретный ответ, да, а не вот эти вот рассуждения с одной стороны, с другой стороны. Но на самом деле, конечно, есть несколько факторов, от которых все зависит, и предсказать, как они будут, с какой скоростью будут развиваться, я не могу. В первую очередь все зависит от ситуации на поле боя, то есть, проще говоря, от ВСУ или, например, от поставок хаймарсов американцами. Чем быстрее ВСУ добьют российскую армию, потому что очевидно, что о победе России в целом речи не идет. Россия исчерпала свои ресурсы, и мобилизовать дополнительные ресурсы, которые, в принципе, в стране есть, но мобилизовать их для того, чтобы одержать победу, нынешнему режиму уже не получится. Вот нынешний режим себя исчерпал в этом смысле. Значит, а Европа и Америка, они обеспечат победу Украины. То есть украинские ресурсы тоже, конечно, не бесконечны, но вот если сложить их с ресурсами Европы и Америки, то это несопоставимо с Россией. И поэтому конечная победа Украины сейчас уже не вызывает сомнений. Вопрос, сколько на это уйдет времени. Поражение делегитимизирует Путина со страшной силой. И, скорее всего, он поражение не переживет или переживет ненадолго. Дело в том, что единственным источником легитимности в случае с Путиным является его сила. Знаете, я вот проводил в свое время фокус-группы с протестно настроенным электоратом, с оппозиционерами. Помню, целую серию провел. И вот интересно, что не было практически ни одного человека, знаете, в четырех... Я провел 4 фокус-группы, 4 или 5, за давностью лет не помню, это было несколько лет назад. И там не было ни одного участника, который бы сказал, что Путин слаб. То есть ему предъявлялись претензии с точки зрения, коррумпированности, оторванности от народа, авторитаризма. Дескать, он заботится об интересах только своего окружения. Да? Но когда модератор по моей просьбе задавал вопрос, а вот как вы считаете, он все-таки сильный политик или слабый, он сильный президент или слабый, все говорили, нет, он сильный, конечно. И вдруг он оказывается слабым, понимаете? Да, и это удар в самое сердце его образа. Просто не остается других мотивов, почему, собственно говоря, он нам нужен. То есть от него давно уже не ждут повышения качества жизни. От него давно уже не ждут борьбы с коррупцией, какой-то экономического прорыва, чтобы они не говорили, но избиратель этого не ждет. И элиты не ждут этого. Не стало бы сильно хуже, и слава богу. Единственное, собственно говоря, зачем он нужен и элитам, и избирателю, это за тем, что он все-таки силен и гарантирует стабильность системы, гарантирует защиту от врагов. А если врагов он победить не в состоянии, если он не гарантирует стабильность, потому что у него
ну, если он не сильный, за счет чего он будет гарантировать стабильность, то на черта он нужен, понимаете? В результате это такой особый типаж. Надо понимать, политическое восприятие, оно же в значительной степени носит такой архетипический характер. Оно основано на очень древних архетипах, таких классических типажах. И вот этот типаж, его в англоязычной литературе называют strong man. Ну, вот в переводе на русский можно сказать, что это такой вождь военного типа. Да, это человек, который выполняет строго определенные функции. Он одерживает победы в войнах с соседними племенами. Исторически это описано антропологами многократно и историками. Как только вождь перестает выполнять, вот этот вождь военного типа перестает выполнять эту функцию, он становится не нужен племени, его либо изгоняют, либо убивают. Это как вот классический сценарий, это Акелла, который промахнулся. Как только он промахнулся, его собственные последователи, те, кто еще вчера послушно за ним бежали и выполняли любую его волю, уже готовы были броситься ему на загривок и загрызть его. И вот Путин архетипический вот такой тип. И в случае поражения он, в принципе, теряет власть. То есть выиграть в 2024 году, если он до этого момента не победит, ему будет очень трудно. Конечно, он, в принципе, может попытаться затянуть войну, но затянувшаяся война, она достаточно быстро потеряет популярность. Она уже теряет популярность. Понимаете, вот эти аргументы, которые изначально предъявлялись, почему мы должны воевать, вот это НАТО, там, денацификация и все такое, они работают только, они не настолько убедительны, чтобы оправдать вот войну затянувшуюся, кровавую, ведущую к длительным лишениям. Они были достаточны для того, чтобы оправдать вот такую короткую, быструю, эффективную кампанию в духе Крыма. Знаете ли, то, что у нас в русской традиции называется, в российской традиции называется «маленькая победоносная война». Вот маленькую победоносную войну можно оправдать с помощью вот этих аргументов. А когда человек испытывает изо дня в день вот эти мытарства, лишения, связанные с войной, тем более там, когда близкие едут на фронт и возвращаются в гробах, ну, человек неизбежно начинает копать эту аргументацию глубже, он начинает ее, так сказать, обсасывать и под разными углами на нее смотреть, обдумывать ее начинает. А зачем это все действительно? Насколько это нужно? Возникают сомнения, да, вот НАТО. Ну, а, собственно говоря, что такое вот плохого в продвижении НАТО к российским рубежам? Ну, во-первых, НАТО не вчера придумали. Да, в общем-то, десятилетиями мы на самом деле сосуществовали с НАТО, и как-то ничего, обходилось, нормально было, не воевали. И в конце концов, что значит подлетное время, когда давно уже Прибалтика, а теперь еще и Финляндия со Швецией в НАТО? Ну, известные аргументы, они, в принципе, периодически звучат, но просто вот по мере того, как будет возрастать цена противостояния, цена продолжения войны, этими вопросами общество, в том числе и самые лояльные группы населения, будут задаваться все больше. Да? И то же самое касается денацификации. Ну, то есть все-таки в какой-то момент и до массовой аудитории дойдет то, что знают уже давным-давно политологи там, и люди, интересующиеся политикой. Да? То, что вообще-то, если взять и посмотреть на итоги выборов в Раду, то мы увидим, последние, например, выборы, мы увидим, что никто из националистов не преодолел проходного барьера. Да, а все те, кто проходной барьер преодолел, никто из них не является украинским националистом. И вообще-то второе место, строго говоря, на последних парламентских выборах заняла партия Бойко, то есть пророссийская партия. Да, и какой тут же национализм, в общем-то. То есть вот затянувшаяся война, она всегда ведет, везде всегда ведет к одному и тому же, к размышлениям по поводу ее причин. Исключение — война отечественная. Когда враг вторгается на твою территорию, когда его сапог оккупанта топчет, так сказать, родную землю, что называется, враги сожгли родную хату, тогда происходящего самого по себе достаточно для того, чтобы оправдать боевые действия, даже если они затягиваются. В нашем-то случае это не так. Это же война, строго говоря, колониальная. Она ведется, метрополия где-то на чужой территории во имя каких-то абстракций, там, каких-то имперских интересов, которые, повторюсь, не обладают такой сильной, мощной побудительной силой, чтобы заставлять людей долго испытывать все эти мытарства. И поэтому затянувшаяся война, она быстро станет непопулярной, она, повторюсь, уже становится непопулярной. И, соответственно, запрос на мир будет расти.
А мир – это мирные переговоры, а Украина с Путиным мирные переговоры вести не хочет. Естественным, логичным выводом появляется вывод о том, что, а может быть, вместо Путина кто-то. И тут сразу, актуализируется давнее понимание, что вообще-то действительно засиделся. Ведь до начала войны вот это ощущение у людей крепло, путинские рейтинги как минимум с 2018 года снижались. Да, только в прошлом году за время думской кампании, я почему на этот период ссылаюсь, потому что это очень важный момент с точки зрения подключения к политическому процессу, к политической дискуссии людей, которые не очень в других ситуациях политикой интересуются. Вот в преддверии больших федеральных выборов происходит активизация тех групп населения, которые, в принципе, вне политики находятся. То есть это наиболее индикативный период времени. Так вот, за эти 3 месяца думской кампании прошлогодней одобрение деятельности Путина, согласно данным Левады, упало где-то, если не ошибаюсь, на 8% пунктов. Люди подключались к политической дискуссии, осмысливали происходящее и приходили к выводу, что да нет, вообще-то можно и без Путина. Понимаете? И ровно это будет происходить по мере приближения к 2024 году, в условиях, когда надо выходить на мирные переговоры. С Путиным украинцы отказываются разговаривать. Да, и, может быть, тогда кто-то вместо Путина. И вот в этот момент люди будут вспоминать, что вообще-то действительно уже поднадоел, сколько можно. И вообще-то это его последний срок. Знаете, обязательно вспомнят еще то, что 2 года назад он изменил Конституцию, чтобы для себя еще один срок выгадать. В тот момент это не вызвало протеста, но надо понимать, что в тот момент, кто в 2020 году загадывать, что будет в 2024 году, да? Вот. В тот момент, с точки зрения тех реалий, 2020 года ничего не менялось. Путин как был, так и оставался. Плюс еще был коронавирус, не до этого был. Да и то, в общем-то, в момент, когда Путин внес эти поправки, Терешкова внесла свою поправку, вернее, не предыдущие поправки, а когда Терешкова внесла свою поправку, это был март, 2 года назад, согласно тому же Леваде, одобрение деятельности Путина, да, это самое сильное одномоментное падение было, в общем, по-моему, чуть ли не за всю историю наблюдений. Тоже где-то минус 6 или 7 пунктов за 1 месяц. То есть люди тогда это восприняли, в общем-то, негативно. Да, повторюсь, массовых протестов с учетом, во-первых, абстрактной цены вопроса, невысокой цены вопроса с точки зрения того периода, потом ковид, вот это все наложилось, массовых протестов действительно не было. Понимаете, когда приближаются выборы, люди начинают осмысливать политику с точки зрения каких-то долгосрочных перспектив. Не только что сейчас конкретно происходит, да, а они начинают то, что сейчас происходит, экстраполировать в будущее и задумываются, а что будет через полгода, через год, через 2. То, что они в обычной жизни не делают. И вот эти все процессы, в общем, мыслительные, изменение парадигмы, что ли, если можно так выразиться, или изменение точки зрения, чуть-чуть с другого угла люди начинают на все это смотреть, более по-стратегически, что называется. Все это будет помноженное на неспособность победить, помноженное на затянувшуюся и все менее популярную войну, которая сжирает все больше ресурсов и экономических, и людских, и с точки зрения прям даже эмоций. То есть общество выхолачивается, просто выгорает, что называется, да. И все это будет вести к снижению котировок Путина. Да, и поэтому я лично считаю, что все-таки российским элитам, которые в целом, конечно, конъюнктурные, и которые в целом, конечно, слабые, боятся Путина, но все-таки им достанет все-таки разума, даже просто не разума, а, знаете, чувство самосохранения, желание все-таки, чтобы система не рухнула полностью. Желание избежать сценария 91-го или даже 17-го года, а это, так сказать, маячит на горизонте. Им достанет мужество прийти к Путину со словами, что, отец родной, так сказать, что делать-то будем? Проблема же. А если мысли нет, что делать будем? Давайте подумаем, может быть, по поводу преемника. Как это было в феврале 2017 года, когда к Николаю один за вторым приходили думцы, генералы, которых подбили думцы, со словами «государя, отречение неизбежно». И в какой-то момент, я думаю, Путин, он видно сейчас, он уже вымотан, да, он в принципе иногда еще мобилизуется, берет себя в руки, да, и выглядит прежним Путиным. Но все чаще он видно, что он утратил способность, решительно ломать парадигмы, что он утратил способность
задавать новые тренды, вот то, за что его избиратель всегда ценил. Вот, он так плывет по течению. Да, и, возможно, вот в этот момент он, когда к нему вот с этим начнут приходить, он даже не будет это воспринимать как покушение на свою собственную власть, знаете. То есть в какой-то момент это будет для него выглядеть вообще просто как выход из ситуации. Строго говоря, ведь он однажды уже уходил. То есть мы знаем, что в принципе, когда обстоятельства к тому понуждают, он теоретически, по крайней мере, к этому способен. Вернее, не теоретически, на практике он способен. И поэтому вопрос просто от условий. Я думаю, в какой-то момент, когда вот эти разговоры начнутся, он просто поймет, что, в конце концов, уйти и позволить кому-то из выбранных им людей стать президентом и удержать систему от коллапса, это лучше, чем, знаете, просто сценарий Чаушеску или Каддафи. Я думаю, что, знаете, тут, во-первых, сроки, когда все, вы же меня о сроках спросили, да, в конце концов, извините, что я так долго захожу. Значит, во-первых, очень много зависит от того, что будет происходить на поле боя, от того, насколько эффективно эффектно будут выглядеть украинские победы. Если этот случай, как в случае с Харьковом, такие истории будут повторяться, когда российские войска будут бежать, прям буквально бросая технику. Вот, это одна история. Если они все-таки будут отступать более-менее организованно, если не будет таких катастроф, котлов, окружений массовых, то это чуть-чуть другая история. Потом очень многое зависит от того, что вот зимой в Европе произойдет. Путин сейчас ведь сформулировал такой альтернативный проект. Да? Окей, там на поле боя у нас пока не получается, но у нас же другой проект есть. Мы сейчас Европу заморозим, они там без нашего газа, значит, там умирать начнут, станут на колени, тогда мы начнем диктовать условия, они прекратят поставки оружия Украине, да, и Украина сдуется и вынуждена будет все-таки сесть за стол переговоров, и в конце концов мы их додавим. Да, и поскольку теоретически доказать, что этого точно не получится, нельзя, то российские элиты, которые, повторюсь, в целом конъюнктурные и нерешительные, они, в принципе, скорее всего, все-таки сядут и будут ждать, да, получится у Путина это или нет. И, соответственно, вот дедлайн, я думаю, это март приблизительно, да, когда станет понятно, что нет, не получилось. Тогда и активизируются элиты с предложением выдвинуть преемника. Вы, с одной стороны, говорите, что это будет давление снизу, с другой стороны, кто-то должен к Путину прийти и сказать. Да? То есть, если мы все-таки говорим, что это произойдет не в результате каких-то народных волнений, а в результате договора внутри элит, кто сегодня может теоретически вообще подойти к Путину с таким разговором? Я думаю, это все-таки те, кто, что называется, путинское политбюро, да, вот эти люди, которые совсем в неформальных отношениях с ним, типа Тимченко, Кольчуки, Ротенберги, вот эти ребята. Такие люди, которые встроены в административную вертикаль, типа Мишустина, Собянина, Кириенко, Вайна, они тоже могут, в принципе. Понимаете, вот когда подходишь, будучи прямым подчиненным, то в этом есть элемент, с таким предложением подходишь, да, элемент несубординации, что называется, нарушение иерархии. И это уже рискованно. Здесь нужен какой-то серьезный повод. Условно говоря, Собянин приходит и говорит: Владимир Владимирович, все, вот еще чуть-чуть, и у меня экономика, условно говоря, в городе рухнет. Или, например, еще чуть-чуть, и москвичи уже закипают, и революция начнется. То есть нужен какой-то повод это сделать. Тем, кто не находится в формально подчиненном положении, да, те, кто претендует все-таки на статус личных друзей, они могут себе позволить, такой вот дружеский, по сути, разговор. Слушай, Владимир Владимирович, что делать-то будем? Реально же проблема, не туда идем. То есть если пустить все на самотек, закончится каким-то грандиозным традиционным. Надо что-то делать. Вот этим людям проще, не встроенным в официальную иерархию. Да? Поэтому я думаю, что в первую очередь это будут они, друзья-бизнесмены. Какую роль в этом возможном этом договорнике между элитами или в дворцовом перевороте сейчас может играть этот удивительный тандем Кадырова с Пригожиным?
Кадыров нет, Кадыров сильно вторичен. Он может ускорить все, если начнет, знаете, вот в какой-то момент, я думаю, что он, в принципе, просто отгородится там своих кадыровцев. Он уже изберег сейчас на войне, я так понимаю. То есть первоначально они туда сунулись, большое какое-то их количество погибло. После этого они туда не лезут, как известно, воюют во вторых, третьих линиях и в ТикТоке. И поэтому он их сберег. И в какой-то момент он просто их по периметру выстроит, да, и скажет, и обратится к своим со словами, дескать, ну, мы, знаете, 20 лет доили Россию, все, что она нам должна была, она отдала, она восстановила порушенное, то, что порушила в 90-е, мы их заставили рассчитаться, теперь Россия слаба, толку от нее нет, значит, возвращаемся к идеалам, за которые мы воевали в молодости, независимая Ичкерия. Ну, что-то типа такого, я думаю, он скажет, с него станется. Да, вот самое главное, что демонстрирует цинизм в социумах подобного, таких, ну, можно их назвать домодерновых, что ли, называют, таких, да, то есть таких еще достаточно архаичных. Вождь демонстрирует цинизм, на самом деле демонстрирует свою силу, свою эффективность. То есть там моральные критерии к политике, в принципе, вообще не применяются, в общем-то. И он будет выглядеть опять победителем, да, в глазах чеченцев. И он укрепит свою власть таким образом. Поэтому я думаю, если он и повлияет на федеральную политику, на федеральную политическую повестку, это вот как, если он это сделает, тогда да, тогда он тектонический сдвиг произойдет. Ну, там все, начался распад России. Тогда там вообще новая картина будет в центре, я имею в виду, в политике, в федеральной политике. Вот. До этого он не сильно будет влиять на происходящее. С точки зрения федеральной политики он все-таки не центральный персонаж. Пригожин, он такой гораздо более интересная фигура. Я думаю, что он все-таки в достаточной степени маргинален, и он, скорее всего, ключевые какие-то роли исполнять все-таки не будет. Но в ситуации, знаете, если никто другой не решится, а Пригожин, в принципе, человек достаточно авантюрный, да, он достаточно смелый, похоже. То есть, по крайней мере, вот в случае с Пригожиным, наверное, сомневаться в его личной смелости оснований меньше, чем в случае с Путиным. Вот в случае с Путиным, например, есть основания считать его по-настоящему смелым человеком. Вот личную смелость он, в принципе, никогда не демонстрировал. Вот. В случае с Пригожиным, наверное, можно сказать, что он смелый человек. И он с Путиным общается, хотя бы время от времени, это понятно. Поэтому, в принципе, он может этот разговор, наверное, тоже завести. По мере распада системы, еще год-два назад это было невозможно себе представить. Он был слишком, мелкого пошиба, он был слишком маргинален, да, чтобы он стратегические вопросы с Путиным обсуждал. Сейчас, по мере деградации в целом государства, которое все больше напоминает failed state, вы посмотрите, как идет мобилизация, да, когда не то чтобы разовая история, где-то в одном месте там что-то не получилось, автоматы ржавые, бронежилетов нет, и солдаты пошли без этого. Так это же системно происходит по всей стране. Армия вооружается за свой счет. Солдаты за свой счет вооружаются и едут на войну. Это же феодализм, в принципе. Это вот до нового времени армия была такая. Начиная с нового времени вооружать солдат – это удел государства уже. Вооружать рекрут. По мере того, как государство напоминает все больше failed state, эффективность бюрократии, правящей бюрократии падает, эффективность государственных институтов падает, в принципе, Пригожин становится все более масштабной фигурой. Не то, что он укрупняется, все остальные мельчают. Да? И, в принципе, сейчас уже представить себе такой разговор Пригожина с Путиным уже можно. Не получится ли в какой-нибудь момент, что перед народом, который будет возмущен, который будет недоволен тем, что происходит, который устанет от войны, что в какой-то момент перед ним станет выбор, либо проигрывающий войну и уже не такой сильный Путин, или вот эти вот ребята, авантюристы, как вы говорите, Пригожин, Кадыров, которые могут прийти ему на замену, и тогда выбор у многих все равно пойдет на Путина, что он хоть какой-никакой, но, по крайней мере, с ним как-то привычней. Путин к тому моменту, когда этот вопрос станет в повестку, он настолько себя исчерпает, что выбор
ни в пользу Путина, ни в пользу кого-то более радикального Путина априори не сможет быть сделан, потому что что сможет сделать Пригожин, чего не сделал Путин? Ведь они мыслят примерно в том же направлении, там, война до победного конца, там, ура, ура. Ну и все. А какие дополнительные ресурсы, откуда найдет Пригожин? Путин их все исчерпал. Не, ну так же люди не анализируют. Люди видят риторику Кадырова, риторику Пригожина. Вот Кадыров сегодня ночью записал сообщение, где сказал: будем стирать с лица земли города, будем там жестче работать. Это же история, как, если помните, было такое маргинальное движение, вот это вот НОТ, да, которое дайте Путину полномочия, дайте нам суверенитет, которое представляет, что вот мы бы могли, но нам вот не дают, вот он скован. Правильно назвали это движение маргинальным. Понимаете, все понимают, что это маргинальщина. И в случае с Кадыровым это тоже маргинальщина, потому что для того, чтобы стереть, с лица земли украинские города, нужно иметь ресурсы. Они у украинцев есть вообще-то. Им хаймарсы поставляют. А откуда у нас известно, запасы ракет исчерпаны. Что Кадыров вот именно потому и может себе позволить это говорить, потому что ему не надо принимать решения, не надо все это исполнять. Вот, как говорится, мели твоя неделя. И, в принципе, я понимаю, что вы хотите сказать, что народ там совсем ничего не понимает. Не настолько он ничего не понимает. Все равно будет какая-то дискуссия. Да? Не то, чтобы, знаете, совсем вот прям все обнулится, никто ни с кем не коммуницирует, никто ни один смысл протранслировать не в состоянии, и поэтому выбирают исключительно, глядя, я не знаю, на картинку. Но нет, все равно будет информационное поле, все равно будет смысловая какая-то дискуссия, все равно будет какое-то обсуждение, все равно какие-то смыслы будут проникать в толщу даже самых глупых народных групп населения, которые там, не знаю, в глубинке, в провинции, в деревнях живут и ничего не понимают. Основные решения все равно будут приниматься в столице, где все равно и элита, и массовый избиратель, более продвинутый, там что-то понимает. И вот эта исчерпанность вот этого пути конфронтационного, вот этого пути конфронтации с Западом, милитаризма, она уже очевидна. Она на самом деле до войны уже была очевидна. Вот смотрите, Левада-центр проводил, он время от времени задавал один и тот же вопрос респондентам, значит, какой вы хотите видеть Россию? Страной с высоким уровнем жизни, пусть даже, может быть, и не самой сильной страной в мире, вот так вот четко сформулирован, да, то есть четко вот в пользу уровня жизни, и не в пользу брутальной внешней силы. Либо страной, которую в первую очередь боятся, которую в первую очередь уважают и даже побаиваются, вот так, по-моему, сформулировано, но там уровень жизни пониже. Вот последний раз они этот вопрос задавали осенью прошлого года, и 66% выбрали первый вариант в пользу высокого уровня жизни, пусть даже не одной из самых сильных стран мира, 32%, треть. То есть 2 трети и треть. Треть выбрала вот этот вариант «пусть боятся». Вот. Это был, если на динамику посмотреть, то это самый низкий показатель за всю историю наблюдения, вот эти 32%. То есть больше, чтобы вот этих сторонников вот этой силы было больше, чем сторонников высокого уровня жизни, такого никогда не было. Где-то в районе 2014 года они сравнялись, был момент. Да? Но все остальное время, в принципе, сторонники высокого уровня жизни всегда их чуть-чуть больше было. А в последние годы вот шла такая совершенно конкретная динамика, и теперь их 2 трети, а тех, 1 треть. Вот реальный запрос, который сформировался к началу войны. В декабре Левада-центр, опять же, задавал вопрос об отношении к странам, вот как раз до начала вот этого обострения, да, обострение началось в конце декабря, как раз когда Путин предъявил ультиматум НАТО и Украине и начал туда стягивать войска. Вот в декабре отношение и к американцам, и к украинцам вышло в позитив. То есть людей, которые сказали, мы относимся к Америке и к Украине, к американцам и к украинцам, лучше, то есть относимся хорошо, этих людей оказалось больше, чем людей, которые сказали, что мы относимся к ним плохо. То есть тренд на улучшение отношений был тоже очевидный.
Вот реальный глубинный запрос. То есть он был и до этого, а сейчас, когда война проиграна, значит, этот запрос, он совсем умрет. Да? И Пригожину очень трудно будет мобилизовать на свою сторону, невозможно будет условному Пригожину мобилизовать на свою сторону ни элиты, ни население. Ему нечего предложить, понимаете, для того, чтобы захватить власть вот в условиях распада, значит, мало просто быть самым жестоким там, и мало там хотеть власти. Нужно убедить сторонников, убедить критически значимое число людей, что им имеет смысл тебя поддержать. Авторитарная публика, вообще любая публика массовая, в достаточной степени конъюнктурна, даже в самых демократических странах, где за поражение никакого наказания не полагается, даже там большинство, в принципе, склонно поддерживать наиболее вероятного победителя. Это называется bandwagon эффект, эффект фургона с оркестром. А уж в авторитарных странах с авторитарной политической культурой это тем более так, потому что там проиграть, это значит еще понести наказание. Для того, чтобы большинство, критически значимое число людей тебя поддержало, нужно показать, что ты наиболее вероятный победитель. А для этого как раз и нужен какой-то убедительный проект, чтобы я посмотрел и сказал, наверное, все-таки большинство его действительно поддержит, он там какой-то крутой проект поддерживает. Давайте тогда обсудим других возможных преемников, тоже вопрос такой актуальный. Кто мог бы стать компромиссной фигурой и для силовиков, и для условного Запада, с кем надо будет договариваться, если сейчас такой человек, чью фамилию мы, по крайней мере, публично знаем? Да, мне кажется, в окружении Путина таких людей достаточно. Это должен быть, главное требование к нему, значит, заключается в том, чтобы он по минимуму участвовал во всей этой военно-патриотической вакханалии последних лет. И поскольку он должен быть приемлемым и для Запада, и для Украины, потому что основные угрозы для системы идут оттуда, и, соответственно, там их надо решать. То есть это должен быть переговорщик, проще говоря. Значит, Собянин для этой роли подходит, Мишустин подходит, Козак подходит. Достаточно много людей, на самом деле, в путинском окружении, кто этому требованию удовлетворяет. Второй важный критерий – это все-таки этот человек, при том, что он должен быть либеральнее Путина, значит, демократичнее. Когда я говорю либеральнее и демократичнее, я не имею в виду с точки зрения его убеждений. Да, я имею в виду, что ему действовать придется в этом направлении, раскручивать гайки, умиротворять, что называется, да. Это, в принципе, могут быть люди абсолютные прагматики, технократы, каковыми является, например, Собянин. Но в любом случае, по факту, это должна быть публика либеральнее Путина, демократичнее Путина, значит, но не настолько, чтобы вызвать принципиальное несогласие с этим вариантом силовиков. Поэтому я Кудрина, например, исключаю из этих вариантов, хотя по многим другим параметрам Кудрина очень даже подходит для этой истории. Но он все-таки, я думаю, силовики просто на дыбы встанут, потому что с их точки зрения, он очень быстро там все сольет, что называется, да. То есть просто как Горбачев там будет, как они скажут, в их терминологии, да. А проигнорировать мнение силовиков Путин не сможет. Все-таки смена лидера в условиях проигранной войны, в условиях растущих протестных настроений и такой, знаете, очень нестабильной политической системы, расшатанной, значит, все-таки потребует мобилизации, в том числе и силового ресурса. То есть совершенно не исключены протесты мощные, да, их все равно до какого-то момента там придется подавлять системе, если она захочет выжить. И поэтому силовики будут нужны. Они должны чувствовать, что это и их проект тоже. То есть, проще говоря, знаете, Путин уже не настолько силен, чтобы полностью быть способным проигнорировать мнение силовиков, да, и выбрать, кого он захочет. У силовиков нет возможности продавить Путина, назначить, кого они хотят, но и у Путина нет возможности продавить силовиков, назначить, кого он хочет. У каждой из этих сторон есть уже право вето. Они могут заблокировать решение другой стороны. Поэтому это должен быть все-таки человек, который будет либеральнее Путина, но все-таки не настолько либерален, чтобы
быть неприемлемым для силовиков. Вот это, я думаю, главные требования. Ну, точно будет иметь значение вот эта их клановая принадлежность. Все-таки все основные кланы в окружении Путина должны чувствовать, что у них нормальные отношения с этим преемником, да, и возможен диалог, и он, так сказать, совершенно однозначно там в пользу конкурирующих кланов не сыграет, да. И поэтому, например, я Кириенко все-таки ставлю под большой вопрос. У него есть аргументы с точки зрения Путина в его пользу, но он все-таки слишком однозначно такой, воспринимается как однозначно ковальчуковский, да, и в этом смысле всем остальным он все-таки не понравится. В этом смысле там Собянин, Мишустин, даже Козак тот же лучше. Козак в этом смысле на самом деле совсем хороший. Он, в принципе, далек от всех этих кланов, и в этом смысле он с каждым из них, в принципе, будет способен общаться, вести диалог. Если учитывать совсем недавние события в Казахстане, я имею в виду вот этот вот транзит от Назарбаева к Токаеву, который завершился тем, что, я так понимаю, по ощущению, какие-то договоренности, которые были даны клану Назарбаева, были, скорее всего, нарушены. И явно это не то, на что Назарбаев рассчитывал. Как вы думаете, как на это смотрит Путин, на всю вот эту вот историю, как на некий урок для себя? И как это может повлиять на его решение, вот когда к нему придут и скажут, давай договариваться? Как этот казахстанский урок, сыграет ли он здесь какую-то роль? Конечно, казахстанская история очень сильно повлияла на Путина с точки зрения, что проект «Преемник» ему, в принципе, конечно, не очень нравится. А сейчас и свежая история, вот, например, из Китая, то, как Си Цзиньпинь обошелся с Ху Цзиньтао, да, который, по сути, выдвинул когда-то Си Цзиньпиня и сделал его, тем, кем он стал. Это та же самая история, да, что преемнику, в принципе, нельзя доверять. Тут надо просто понимать две вещи. Во-первых, не то чтобы Путин выбирает между несколькими хорошими вариантами, потому что если он будет выбирать между вариантом остаться и править дальше или уйти, выдвинув преемника, то, конечно, вариант остаться и править дальше он предпочтет. Но в какой-то момент этого варианта просто не будет. И перед ним станет вариант, уйти, выдвинув преемника, и надеяться на то, что преемник не сдаст, или рисковать обрушением всей системы и повторением пути, условно говоря, Чаушеску. Понимаете? И в этой ситуации вариант с преемником может показаться ему более подходящим. Второе, что нужно понимать, это то, что в происшедшем в Казахстане, в общем-то, виноват сам Назарбаев очень сильно. Ведь в значительной степени протест, с которого все началось, был спровоцирован разочарованием казахстанцев в том, что в стране ничего не меняется. То есть Назарбаев посадил вместо себя зиц-председателя, который обещал реформы и ни черта эти реформы не делает. И за его спины маячит по-прежнему назарбаевский клан, который всем управляет. Преемник что-то там говорит, а Назарбаев всем рулит. Ничего в стране не поменялось, они нас обманули. Вот ощущение, которое взорвало ситуацию. Да? Не надо думать, что ты самый умный, всех обдуришь, и из-за спины преемника сможешь всем рулить. Надо было уйти нормально, как Ельцин ушел в случае с Путиным. Да? Уйти и не пытаться его за спины управлять государством. Отдать бразды правления преемнику. И тогда, возможно, не было бы революции. То есть ход событий совсем другой был бы. А так что, революция, вызванная действиями Назарбаева и разочарованием в преемнике, привела к протесту, и перед Токаевым встал выбор. Либо рисковать собственной шкурой, либо слить предшественника, который меня за лоха держит, по сути. Что я должен ради него каштаны из огня таскать, когда народ им недоволен? Чьи статуи народ валил на площадях? Назарбаева. На самом деле, любому преемнику будет обидно, если его держат исключительно в качестве такой, говорящей попки, да, а реальными делами управляют сами. Он и слил Назарбаев. Назарбаев сам виноват. Так что, если Путин не повторит этой ошибки, если он нормально уйдет и уедет к себе в Геленджик, да, а не будет пытаться на все влиять из-за кулис,
ну, так, ну, больше шансов будет не повторить судьбу Назарбаева. Какие шансы есть, если мы говорим про дочерей Путина? Могут ли они внезапно взять на себя роль в плане и гарантий, и передачи власти, и как к этому могли бы отнестись элиты? Как к каким-то компромиссным фигурам? Я месяц назад выпустил доклад по поводу вариантов преемника, по поводу сценария преемник, да, и Катерину Тихонову я включил в список. Строго говоря, ни разу не слышал, чтобы она обсуждалась с кем-то. Я ее включил. Почему? Во-первых, потому что летом произошла непонятная история, непонятная с точки зрения текущих раскладов, когда ее вдруг назначили, значит, руководителем, это, по-моему, у них в РСПП назвали это руководитель комиссии по... Сопредседатель комиссии, там, по-моему, еще кто-то кроме нее есть, но сопредседатель комиссии по импортозамещению. Вот эта меня штука удивила, знаете почему? Потому что никаких предпосылок к ней не было. А потенциал у этого назначения есть. Пока я не вижу, чтобы его реализовывали каким-то образом, но он есть. В любой момент можно эту тему актуализировать, то есть начать ее раскрутку там, да, потому что РСПП – это главное объединение промышленников, а комиссия по, значит, импортозамещению – это, по сути, главное направление работы для отечественной промышленности в условиях санкций. Да, то есть там в любой момент можно активизировать, начать показывать, как она спасает отечественную промышленность, и через несколько месяцев этой работы она будет, в принципе, узнаваемым персонажем, который спас отечественную экономику. Ничего в ее предыдущей биографии не указывало на то, что она является таким специалистом в области импортозамещения, и это назначение, я воспринял как то, что Путин не исключает для себя, что ее надо будет раскрутить в какой-то момент, да, и для этого потенциал какой-то заготовлен. Поэтому я ее на всякий случай решил включить. Второй фактор, почему я ее включил, это, знаете, просто Путин, он же реально мнит себя великим стратегом, величайшим политиком современности, и я просто не представляю, чтобы его не посетила мысль, когда он смотрит, например, только что в марте туркменские передали власть от отца к сыну, да, или когда он на Кимов смотрит, которые уже в 3 поколениях это сделали, или, например, когда он смотрит на Алиевых в Азербайджане. Таких историй, на протяжении последних полувека, десяток другой есть. И в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии. И у него не может не появиться мысль, а если у них, у Алиевых, условно говоря, получилось, то что, у меня, что ли, не получится? Да? Я же великий политик, не они. И соблазн есть. И понятно, что Путин, который отличается вообще очень высокой степенью недоверия к окружающим, уж кому-кому дочери-то доверяет. Но в целом, конечно, это вызовет мощный всплеск негатива, мощный всплеск протеста. Вот я сейчас прям дословно вам процитирую. Это фокус-группа, я ее проводил в 2011 году во время Болотной. Я тогда в Башкирии работал. И фокус-группа с разочарованными, с бывшими сторонниками власти, которые сказали, что больше голосовать за власть они не будут. Когда я причины копал, что люди предъявляют, сначала думал, что я услышу такую критику, как со стороны, такую либеральную классическую критику, да, что Путин коррумпирован, что он, узурпировал власть, автократ, подавляет свободы и так далее. На самом деле таких претензий практически не было среди глубинного народа, что называется. Было недовольство такое чисто стилистическое. То есть сколько можно, достало уже. Надоело, что-то новенького хочется. Классический запрос на обновление. И дословная прям цитата одного респондента по поводу обмена креслами Путина с Медведевым, да, которая стала триггером, что называется. «Царские времена прошли, чтобы до смерти сидеть». Дословная цитата. И он эту фразу произнес, и все стали головой кивать. Вся фокус-группа подписалась под этой цитатой. Передача от отца к дочери будет выглядеть слишком уж по-царски, что называется, понимаете? Слишком по-монархически. А Россия не настолько архаична, она все-таки прошла достаточно серьезный путь
с точки зрения модернизации, ценности модерна, в ней, ну, как минимум, в трети населения, а в какой-то части даже больше, чем в половине населения, закреплены. И это будет слишком таким броским, ярким, понимаете, вызовом вот этим ценностям. У нас не любят мажоров, понимаете, вообще в целом. Это вот особенность нашего сознания. Почему я, например, сына Патрушева тоже воспринимаю как слабого кандидата, хотя степень вероятности, что Путин на нем остановится, высока. Но он же мажор в чистом виде, да. И это, конечно, очень сильно людям не понравится. И Екатерина Тихонова, она тоже мажор в этом смысле, да. А у нас вот, ну, это особенность нашего вот общественного сознания, прям, ну, не любят эту штуку сильно очень. Ее нигде не любят, в принципе, да, но у нас прям вот она такая ярко выраженная. Поэтому даже если она будет выдвинута, и даже если основные кланы в окружении Путина ей присягнут, они-то присягнут. Но протащить ее, может быть, даже ее протащить получится, но через выборы. Не исключаю. Да? То есть это будет все равно легче сделать, чем потащить самого Путина. Но все равно какая-то перемена. Да? Все равно лично к ней какие-то претензии предъявить трудно содержательные. Да? Поэтому, в принципе, ну, может быть, мощной волны... Будет недовольство такое глухое, да, ропот, но мощной волны протестного голосования, которое, собственно говоря, и ведет к... ну, либо к поражению на выборах, либо в случае фальсификации ведет к оранжевому сценарию. Такой мощной волны протестного голосования может и не будет. Но удержать власть в дальнейшем, через полгода, через год, через полтора-два, ей будет все-таки очень сложно. И это просто будет проект, он может оказаться проектом слишком краткосрочным. Да? И поэтому ну, я все-таки думаю, надеюсь, что Путин не рискнет. Какова роль оппозиции? Я имею в виду оппозиции нормальной, да, не думской. Сегодня есть ли какие-то шансы, например, у Алексея Навального? Может ли он стать серьезным игроком в случае вот, перемен, которые вы прогнозируете? Да, конечно. Я бы так сказал. Я даже не представляю себе ситуации, чтобы они не сыграли очень важной, ключевой роли в происходящем. Дело в том, что роль улицы, фактор улицы будет, безусловно, усиливаться, расти. А в этом смысле несистемная оппозиция, они чемпионы. Да, именно, ну, никто с ними не сравнится. И поэтому либо они напрямую придут к власти в результате дестабилизации системы через один, может быть, через там, 2 цикла, ну, 1,5, скажем так. Либо, ну, они очень, с ними придется считаться преемнику условному, ну, там, будущим элитам, с ними договариваться и часть политического влияния им отдать. Когда я говорю отдать, я не имею в виду что-то плохое, типа расторговку какую-то закулисную, хотя и это тоже будет на каком-то этапе. Но я имею в виду просто, вот как в случае с польской солидарностью было, просто там круглый стол и попытки договориться. Или как это было в случае с испанским транзитом после Франко, да, когда постепенно назначенные Франко преемники раскручивали гайки и в какой-то момент легализовали соцпартию, компартию, те, которые были в загоне, ну, играли ту роль, которую у нас играет несистемная оппозиция. Вот. И тоже, опять же, сели с ними договариваться и заключили знаменитое соглашение Монклова. Ну, то есть они обязательно будут принимать участие в политике, и совершенно не исключено, что в конце концов и Навальный-то и победит. Да, может быть, не сразу, может быть, и сразу. Да, то есть если мы представим себе распадающуюся систему, условно говоря, Путин отказался от сценария преемник, решил сам идти на выборы. Мы получили в 2024 году что-то вроде того, что было в Беларуси в 2020. Система шатается, трещит. Значит, причем надо понимать, что если у нас такое начнется, или когда у нас такое начнется, силовики непонятно как сыграют, потому что в отличие от того, что было в Беларуси, значит, между силовиками и Путиным после этой войны пролегли, вернее, уже серьезные трещины. И там и в армии, и в спецслужбах очень многие недовольны Путиным. И поэтому не факт, что они, значит, бросятся там его так спасать, как белорусские силовики бросились в основной своей массе, бросились спасать Лукашенко в 2020-м. В конце концов, в истории России
за последние 100 лет как минимум дважды бывало, когда силовики отходили в сторону, оставляя правителя разбираться с бунтовавшимся народом. А в случае с 17 годом, так они вообще, многие полки прям, ну, некоторые полки открыто переходили на сторону протестующих, как было, например, в петербургском гарнизоне. Поэтому, когда систему начнут очень сильно штормить, в принципе, это может быть, знаете, как было, например, у Манделы. Он тоже сидел, а потом, напуганные возрастающим уровнем политического насилия со стороны улицы, правящие элиты, правительства прям, вынуждены были приезжать к Манделу, прям в камеру, министр юстиции к нему туда приезжал, в тюрьму, и с ним там пытался договориться. Значит, давай мы тебя выпустим, а ты призови, пожалуйста, этих протестующих, чтобы они отказались от насилия, на что Мандела им сказал: тюрьма – плохое место для переговоров, выпустите, а там видно будет. Ну и они вот там еще какое-то время потянули, а потом, в принципе, его через какое-то время выпустили. И, как известно, он стал таки президентом и развалил систему. И что-то подобное может быть и у нас, когда система начнет разваливаться. Ну, либо, повторюсь, придет преемник, неизбежно начнет раскручивать гайки, обязательно выпустит Навального. Навальный пойдет в политику, зарегистрирует, наконец, свою партию. Ему будет удобно критиковать преемника, потому что преемнику придется взять на себя ответственность за большое количество непопулярных действий и решений. И Навальный нормально, значит, сначала победит на парламентских выборах, значит, создаст мощную фракцию в Госдуме, получит площадку для раскрутки, а потом победит и на президентских выборах, потому что степень фальсифицируемости, конечно, будет снижаться в условиях нового режима. Вот судя по тому сценарию, который вы описываете, Навальный представляет довольно серьезную угрозу для элит, которые... Сейчас это может быть какой-то междусобойчик, да, когда сегодня они могут условно выбирать какую-то безопасную компромиссную фигуру, которая там всех устроит и, по крайней мере, сможет гарантировать, с одной стороны, может быть, какую-то безопасность и Путину, и его семье, с другой стороны, там, сохранение активов, там, влияния там, нынешним элитам и еще как-то и Западом это разрулить. То есть какая-то компромиссная фигура, которая не приведет к полному демонтажу всего. Но Навальный в этой системе как раз перевернет все с ног на голову, и он, если мы говорим, там, я не знаю, там, Кудрин, да, который, к примеру, устраивает какое-то там либеральное крыло, но не устраивает силовиков, то Навальный в нынешнем варианте не устраивает никого, да, и странно, что на него кто-то будет делать ставку. Из правящих элит на него никто не будет делать ставку. Я говорю о том, что степень способности элит на что-то влиять будет падать. И в какой-то момент, если они не провернут операцию «Преемник» сами, а доведут систему до распада, вот тогда Навальный всплывет. Я об этом же говорю. Я не говорю о том, что это будет такой, знаете, осознанный, добровольный выбор. Нет, конечно. Просто в какой-то момент выбора не останется. Понимаете, если ты оказался в положении Чаушеску, тебе трудно контролировать, что там после тебя будет. Вот ведь о чем речь. Нет ли в этой системе для Навального сейчас рисков, когда он потенциально представляет угрозу, но находится в очень уязвимом положении, находясь в тюрьме? Да, риск есть, к сожалению. Какая будет Россия без Путина, по-вашему? Он дискредитировал вот этот курс настолько, что у России практически не осталось вариантов, кроме как либерализоваться, демократизироваться и становиться нормальной страной. Что здесь может помешать? Это угроза распада России, сепаратизм, о котором, к сожалению, не понимая, к чему это может привести, мечтают некоторые оппозиционеры российские. На самом деле это опасный сценарий. Именно он может мобилизовать, вернуть в политику те консервативные группы населения, которые поддерживают нынешний курс и которые неизбежно по мере поражения из политики выпадут. Понимаете, вот это поражение путинизма, оно приведет к разочарованию и ослаблению влияния и деполитизации большого числа людей. И в элитах, и в среде рядовых избирателей. Они, что называется, уползут просто на кухню, будут ворчать, пить горькую. Да? Так всегда и бывает. Да? И в условиях активизации демократически настроенных групп
это, собственно говоря, и является залогом успеха реформ. Так, собственно говоря, всегда демократизация и происходит. Так всегда бывшие автократии становятся демократиями. И что способно вот этому тренду помешать, так это как раз угроза распада страны, когда у людей типа Пригожина появится повод апеллировать к вот этим расползшимся по домам людям, значит, бывшим консерваторам со словами «отечество в опасности». То есть, условно говоря, а денег много, как у дурака Махорки, да, он с помощью денег и вот этой идеологии там воссоздает свой Вагнер, условно говоря, отправляет там своих вот этих типа сторонников, на самом деле наемников, воевать, я не знаю, там, в Чечню, в Татарстан, в Башкортостан, которые начнут отделяться, предположим. Вот. И, ну, то есть где-то он повторит парадокс, вот они считают азовцев врагами, да, и вот эти добровольческие батальоны украинские образца 2014 года, постмайданные, но они на самом деле попытаются воспроизвести эту модель и войти в большую политику вот через это. Вот мы спасаем Россию от распада. И они вот как спасители России получат возможность, как когда-то Путин, значит, вот пришел с этими лозунгами, да, 22 года назад, и они получат возможность активизировать эти выпавшие, иначе, повторюсь, группы населения из политики, вернуть их, вернуть на выборы, вернуть в политику, вернуть на улицу, да, и в итоге победить и свернуть реформы. И вот это, наверное, единственное, что способно помешать вот этой постепенной демократизации, модернизации России. Именно поэтому я выступаю противником постановки в повестку темы отделения, значит, вот этих республик, ну, тему распада России. Знаете, это как в случае с коммунизмом, марксизмом. Вот это же сама по себе идея же классная вообще. Вот если идеал взять, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну вот если просто пофантазировать и представить себе такое общество, это же замечательно, да? Как в целом, вот как идея, марксизм, коммунизм – это хорошая штука. Но когда ты смотришь, как это на практике все выглядит, ты смотришь, что были десятки примеров попытки этот идеал реализовать на практике, и они приводили либо к сталинизму, либо к маоизму, либо к красным кхмерам, либо там к Чаушеску, да, румынскому, либо к албанским этим коммунистам Ходжи, ну и так далее. То есть ни одного нормального примера нету. То есть ты понимаешь, что в политике идеал и конечная цель – это еще не все. В некоторых случаях это вообще ничто. Это просто так, облако. Да? А решающее значение имеет путь, по которому ты пойдешь вот к этой цели. И при всем том, что идеал распавшей России, которая разделилась на несколько маленьких, уютных, таких европейского типа государств, при том, что он действительно многим покажется привлекательным, этот идеал, надо понимать, что до этого идеала еще идти, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Да? А вот по этим оврагам-то и ходить. И если мы туда, в эти овраги полезем, то там нас ждет Пригожин, условно говоря, да, и вся прочая вот эта фашистующая, значит, нечисть, которая будет активизировать за единую и неделимую. И лучше вот туда вообще не соваться. Вот Россию надо модернизировать целиком, а не по частям. Ну и тогда возникает вопрос относительно Крыма, потому что до войны, до 24 февраля, совершенно разные люди, они говорили, что вопрос Крыма даже в случае смены власти будет довольно болезненно как-либо обсуждать. Тот же Навальный говорил, да, что Крым – это не бутерброд. Сегодня уже не так все однозначно выглядит. Как, по-вашему, будет решаться судьба Крыма? Потому что там по этим новоприобретениям вопросов нет, да, то, что они там карты как-то не пойми как рисуют, по-моему, даже границ до сих пор мы не знаем, как в Кремле считают, да, четких границ нет. Вот. Но вопрос Крыма, как, по-вашему, он будет решаться? Илья, принципиально важно будет, значит, не ставить лошадь впереди телеги. Значит, Крым – это частный вопрос, это надо понимать. Попытка поставить его значит, в центр повестки будет выгодна вот этим условным пригожинцам и патриотам, а интересам реформаторов будет отвечать постановка в центр повестки вопроса о будущем устройстве России в целом, о том, как
кто будет управлять страной, о том, какой будет модель, значит, нового государственного устройства. Ну, вот Навальный, например, предложил парламентскую республику, да. Вообще, что будет с отношениями центр-регионы? В целом, что Крым, в конце концов? Что вот, ну, это один из регионов, один из многих регионов страны. Будем решать вопрос Крыма тоже, но постепенно. Сначала надо обустроить Россию в целом. Да, у нас система распадается на федеральном уровне. Причем тут Крым? Вот принципиально важно не дать втянуть себя вот в эти непродуктивные дискуссии, потому что вопрос объективно, конечно, сложный. Конечно, есть пророссийски настроенные большинство жителей Крыма, во всяком случае, и когда я видел социологию, если не ошибаюсь, 2018 года, да, тамошнюю, и я доверяю этой социологии. Это социология была сделана людьми, которых я знаю. Да, и там действительно настроения-то абсолютно пророссийские были на тот момент, я не знаю, как сейчас. Надо будет смотреть. Ну, в первую очередь, надо будет на это смотреть, да. Надо будет объективно там изучать, что люди хотят сами. В Крыму-то в первую очередь об их судьбе речь идет. Вот. То есть надо будет договариваться с Украиной, чтобы этот вопрос на какое-то время отложить. В условиях общей нормализации ситуации отношений с Россией, ну, я думаю, это можно будет договориться. Не просто, конечно. Понятно, украинцы победили, украинцы настроены, так сказать, на решительное возвращение всего своего. То есть будет непросто, надо будет, значит, договариваться там, в том числе и с Западом, чтобы они помогли в качестве посредников. Значит, и в первую очередь заниматься решением проблемы обустройства власти в целом в стране. Новый режим демократический нужно сделать устойчивым. Вот это сверхзадача. Да? А потом браться за решение вопроса Крыма. И если режим будет устойчивый, он справится с этим. Что бы он там дальше потом не решил.